Приветствую вас, будущие инженеры и мастера машиностроения. Представьте, огромный ротор электростанции весом в сотни тонн вращается на бешеной скорости, или шпиндель сверхточного станка совершает десятки тысяч оборотов в минуту. Что держит эти валы, испытывающие колоссальные нагрузки? Ошибка в выборе одной маленькой опоры может остановить гигантский завод и принести миллионные убытки. Сегодня мы разберем вечную битву конструкторской мысли: подшипник качения или подшипник скольжения, что выбрать и почему. Но чтобы сделать этот выбор осознанно, давайте сначала заглянем в историю и посмотрим, как наши предки решали эту задачу. Великие умы человечества веками искали способ победить силу трения. Еще в глубокой древности ступица обычного колеса стала первым прообразом подшипника скольжения. Шли века, задачи усложнялись. Чтобы перевести колоссальный гром камень для памятника Петру Первому, русские умельцы применили гениальное устройство. Пустили скалу катиться по бронзовым шарам в желобах. А великий механик Кулибин впервые сделал опору колеса своей самокатки на ролике. Так родились две великие концепции опор, но в чем же их фундаментальное различие, если заглянуть под корпус современного механизма? Разница видна сразу, стоит положить их рядом. Подшипник скольжения устроен предельно просто. Это прочная металлическая втулка, внутри которой вращается цапфа вала. А вот подшипник качения — это уже сложный высокоточный узел. Он состоит из внутреннего и наружного колец с беговыми дорожками, комплекта шариков или роликов и сепаратора, который удерживает их на равном расстоянии. Кажется, что качение всегда эффективнее и проще скольжения. Катить ведь легче, чем тащить. Но физика приготовила здесь коварную ловушку, о которой забывают даже опытные инженеры-конструкторы. Мы привыкли думать, что шарик касается кольца в одной идеальной точке и просто катится без сопротивления. Но это иллюзия. Под нагрузкой металл упруго деформируется, и точка превращается в площадку контакта. Из-за разницы расстояний от оси вращения в этой зоне возникает неизбежное относительное проскальзывание металла. Трение скольжения все равно живет внутри подшипника качения, увеличивая нагрев. Но что если мы вообще откажемся от шариков и заставим само скольжение работать с минимальным трением? Секрет кроется в жидкой броне, законы которой открыли наши великие ученые. Трудами выдающихся ученых Петрова, Жуковского и Чаплыгина была создана стройная гидродинамическая теория смазки. Взгляните на металл под микроскопом. Даже идеально отшлифованная деталь покрыта микроскопическими гребешками неровностей. При сухом контакте они цепляются друг за друга, вызывая колоссальный износ. Но если мы разделим детали слоем вязкой смазки, трение будет происходить только между ламинарно движущимися слоями самой жидкости. Сопротивление падает в сотни раз. Но как заставить масло удерживать тяжелый стальной вал и не выдавливаться под его весом? В покое вал под действием силы тяжести выдавливает масло и ложится на дно вкладыша. Но как только вал начинает вращаться, благодаря силе вязкого трения он увлекает масло за собой. Жидкость силой нагнетается сужающийся клиновидный зазор под валом. Давление в этом клине растет пропорционально скорости вращения и вязкости масла. Возникает мощная подъемная сила, и тяжелый вал буквально всплывает, полностью теряя контакт с металлом вкладыша. Хорошо, но что же делать, если нагрузка давит не перпендикулярно валу, а вдоль его оси, стремясь раздавить опору? Обычная плоская пята под осевой нагрузкой мгновенно выдавит масло, поэтому в гидрогенераторах и турбинах применяют гениальные сегментные подпятники. На металлических винтах устанавливают качающиеся подушки, на которые опираются сегменты. При вращении они сами наклоняются под нужным углом, создавая устойчивые масляные клинья. А вот в точных приборах и часах нагрузки микроскопические. Там обходятся без масла, используя искусственные камни со стальными шпилями-кернами.
Но что делать, если скорости вращения настолько велики, что масло просто закипает от трения? Когда жидкая смазка бессильна, мы заставляем вал летать в воздухе. В аэростатических подшипниках шлифовальных станков компрессор нагнетает сжатый воздух, создавая несущую подушку. А в аэродинамических подъемная сила создается самим вращением вала на огромных скоростях. Это космос машиностроения, требующий микронных зазоров и идеальной частоты монтажа. Но вернемся на Землю, к тяжелым станкам и прессам. Как вкладыши выдерживают ударные нагрузки и огромное давление. Все зависит от материалов, из которых они изготавливаются. Материал вкладыша должен иметь ничтожный коэффициент трения и отлично прирабатываться. Лидер здесь бобит, а также бронзы разного состава. Но инженеры мыслят шире. В прокатном оборудовании используют вкладыши из древесно-слоистых пластиков. Они упругие и великолепно гасят тяжелые удары. А в водяных турбинах и насосах применяют резину. Смазкой в таких узлах служит обычная вода. Но какой бы материал мы ни выбрали, узел нужно сначала собрать. Представьте коленвал двигателя, как надеть же подшипник на его шейку. И вот тут скольжение показывает свой главный козырь. На цельный коленчатый вал невозможно напрессовать неразъемную втулку, и здесь подшипники скольжения побеждают за счет уникального свойства возможности разъема вкладышей на две половинки. На картинке они развернуты для лучшего понимания. Их сборка проста и надежна, что и определило их абсолютное господство в двигателях внутреннего сгорания. Кстати, друзья, тема прецизионных зазоров — это настоящее искусство. На моем Boosty канале я выкладываю эксклюзивные видеоуроки с разбором редких чертежей и объяснением сложных процессов простым языком. Этих видео нет в открытом доступе. Ссылка в первом закрепленном комментарии и описании. Заходи, ждем тебя. Но давайте вернемся к технологиям. Как эти разъемные вкладыши производятся в промышленных масштабах? В автопроме миллионы вкладышей штампуют из стальной ленты, на которую нанесены тончайший слой бобита, после чего они проходят гальваническую обработку. Чтобы такой подшипник работал вечно, практически, масло должно циркулировать непрерывно. Для этого создают мощную централизованную систему смазки под давлением. Насос забирает масло из бака, прогоняет через фильтры грубой и тонкой очистки, охлаждает в радиаторе и подает к трущимся частям. Технологии скольжения поражают своей надежностью. Но почему же тогда большую часть машин вокруг нас занимают подшипники качения? В чем их скрытая суперсила? Подшипники качения – это универсальные солдаты техники. Они способны воспринимать нагрузки от доли грамма в медицинских приборах до десятков тонн в тяжелых кранах, работая на скоростях до сотен тысяч оборотов. Весь секрет в разнообразии тел качения. Инженеры используют шарики для быстроходных узлов, цилиндрические ролики для тяжелых нагрузок, а также витые, конические, бочкообразные и тончайшие игольчатые ролики. Но как удержать это множество катящихся элементов в едином строю на огромной скорости, чтобы они не разлетелись от центробежных сил? Сердце любого подшипника качения – сепаратор. Он разделяет шарики или ролики, не позволяя им тереться друг об друга. Обычно сепараторы делают штампованными из двух половинок на заклепках. Но для работы в особо агрессивных средах шарики и кольца могут делать из пластмассы или даже стекла. А на экстремальных авиационных скоростях сепараторы делают массивными и центрируют по кольцам. Кажется, мы собрали идеальный узел, но силы в работающей машине действуют в разных направлениях. Как же подшипники качения справляются со сложными векторами нагрузок? Сила в механизмах коварны. Шестерни коробки передач давят на вал перпендикулярно. Это радиальная нагрузка. Шпиндель винтового домкрата испытывает только осевую силу, а косозубые колеса создают сложную комбинированную нагрузку. Для каждого случая инженеры выбирают свой тип подшипника – радиальные, радиально-упорные или просто упорные. Но когда дело доходит по-настоящему огромных нагрузок, например в железнодорожных составах, обычный шарик просто сплющится.
Кто же принимает этот сокрушительный удар в тяжелом транспорте? На сцену выходят ролики. В отличие от точечного контакта шарика, цилиндрический ролик имеет линейный контакт с кольцом. Это позволяет роликовым подшипникам нести колоссальные радиальные нагрузки. Посмотрите на вагонные буксы поездов. Там рядом устанавливают две мощные роликово-подшипниковых опоры. Это обеспечивает абсолютную надежность движения многотонных составов на огромных скоростях. Но что делать авиаконструкторам, у которых на счету каждый грамм веса, а скорости вращения выходят за рамки земных стандартов? В современных авиадвигателях применяют уникальные четырехточечные шарикоподшипники. Благодаря особому профилю желобов и разъемному кольцу шарик соприкасается с металлом в 4 точках вместо 2. Это позволяет одному подшипнику жестко фиксировать вал и воспринимать осевые нагрузки в обоих направлениях, заменяя собой целую систему стандартных опор. А на полуосях тяжелых автомобилей эту задачу решают радиально упорные конические ролики. Но как уберечь эти высокоточные шедевры от дорожной пыли и грязи? Пыль и грязь – смертельные враги подшипников качения. Попадание внутрь даже одной песчинки приводит к мгновенной лавине износа. Поэтому отечественная промышленность выпускает подшипники со встроенными уплотнениями из резины или фетра. А вот подшипники скольжения грязи куда более равнодушны. Они прекрасно работают в воде, пыли и под ударными вибрациями, где качение быстро выйдет из строя. Но как же решить вечную проблему смазки подшипников качения там, где нет возможности подвести трубки с маслом? Конструкторы используют 3 метода. Самый простой для закрытых узлов – густая консистентная смазка. Ее закладывают один раз на заводе, и она работает годами, как в колесных буксах. В коробках передач масло подается разбрызгиванием от вращения шестерен, а вот для быстроходных шпинделей применяют высокотехнологичный метод масляный туман. Сжатый воздух распыляет масло в тончайшую взвесь и подает ее точно к подшипнику. Но если смазочная система даст сбой, последствия будут катастрофическими. Что же происходит при отказе узла? Неправильный режим работы, перегрузка или дефицит смазки ведут к быстрому перегреву. На дорожках качения начинается усталостное выкрашивание металла, или, как его называют, питтинг. Появляются трещины на кольцах, а на высоких скоростях центробежная сила просто разрывает сепаратор, приводя к мгновенному заклиниванию узла. Подшипники скольжения при аварии ведут себя мягче, они просто сгорают, выплавляя бобит, сохраняя сам вал от жесткого разрушения. Контроль их состояния – залог безопасности. Но как же в автоматизированное производство избегать малейшего брака? Изготовление подшипников – это триумф автоматизации. Кольца проходят токарную обработку, закалку, шлифовку отверстий и дорожек качения на автоматических линиях. Шарики штампуют, шлифуют, доводят, полируют и сортируют с микронной точностью. Так что же выбрать? Запомните золотое правило инженера. Для запредельных оборотов, ударных нагрузок и там, где нужен разъемный подшипник, выбираем скольжение. Для стандартных узлов, умеренных температур и простоты обслуживания – качение. Проектируйте с умом, и пусть ваши механизмы работают вечно. У меня на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, возможно дизлайки, и всем добра. Пока-пока.